Как проверить телевизор при покупке в магазине? Как выбрать этот самый телевизор? По крайней мере, о самых простых тестах, о самых базовых тестах, чтобы не попасть в неприятную ситуацию после покупки телевизора, расскажет вам сегодня Технозон. Ну, поехали! Привет, это Технозон. Сегодня у нас достаточно информационное видео, такое информативное. У меня очень часто спрашивают, как же выбирать телевизор, как проверить на битые пиксели. А битые пиксели — это действительно всеобщая проблема телевизоров при покупке в магазине, особенно витринных образцов. Как вообще проверить на 10-битность матрицы подручными средствами? Сегодня мы это все будем рассказывать очень простым языком. Очень просто мы выберем с вами телевизор и, главное, проверим, подходит ли этот телевизор для просмотра динамических фильмов, динамичных фильмов или динамических фильмов. Давайте, поправляйте меня там в комментариях, любите вы это дело, и я не обижаюсь. И для этого нам понадобится, у меня есть флешка. Мы на флешку запишем с вами тестовые файлы. Желательно, чтобы это была флешечка USB 3, вот такая вот с синеньким концевиком, достаточно производительная. Для чего нам флешка? Мы туда должны записать с вами тестовые файлы 4К. Если вы выбираете 4К телевизор, либо Full HD тестовые файлы, вы должны записать туда тестовый файл на проверку Джодер эффекта. Это значит, что этот телевизор должен работать правильно с частотами 24 кадра в секунду, потому что очень многие телевизоры работают по технологии 24 кадра, вернее, знаете, как они это называют? 24p via 60p. Вот так вот, 24 кадра через 60 fps. Ну, вот такая вот есть технология, то есть это относится к дешевым телевизорам, и зачастую такие телевизоры не способны воспроизводить нормально динамические сцены. Я, кстати, это все покажу на примере действительно хренового телевизора Kiwi 43U700GU или GR, в зависимости от региона, и вы увидите, что такое не очень хороший телевизор на тестах. Как не попасть именно на не очень хороший телевизор, вот именно мы с вами поймем. Как выбрать телевизор? Мой главный совет. Телевизор вы должны выбирать глазами. Глазами, неважно какой производитель, неважно какая цена. Если он вам подходит по цветопередаче, по красоте картинки, по углам обзора, и плюс в нем нет тех недостатков, о которых мы расскажем, то вы можете смело этот телевизор покупать. Потому что, ну, если брать, например, мой обзор на телевизор LG, на LED LG 9 серии, хороший телевизор, но я могу себе позволить купить и OLED телевизор, но меня пугает черный цвет в OLED. Для меня это как разорванная картинка, то есть вырванная картинка и остается черная пустота. Но не воспринимаю я OLED матрицу, хотя она мне очень сильно нравится по своим цветам. И я купил себе LED дисплей с немножечко другим черным цветом. И многие мне сказали, вот, надо было брать OLED. А мне нравится по цветовосприятию вот LED телевизор LG 9 серии. Он не дешевый, он хороший, с Nano Black. Кстати, обзор есть у нас на LG на канале. Ссылка, наверное, тоже будет лежать под видео. Но! Вот сколько людей, столько и мнений. На форумах пишут одно, люди приходят в магазин, видят другое, поэтому набор тестовых роликов вы будете выбирать сами по цветовосприятию. Я, главное в этом ролике, очень простым языком покажу базовые моменты, как не попасть при покупке телевизора. Записали флешку? Давайте начинать. Перед этим подписываемся, нажимаем колокольчик, чтобы не пропустить наши дальнейшие обзоры смарт-ТВ-боксов, телевизоров, гаджетов, девайсов, программ, настроек, модификаций, проверок. Вообще очень много всего интересного у нас было, есть и будет на канале. Но сейчас я говорю вам хавабанга, ребята, это же бубльгум, поехали. Стоп, главное забыл про постоянные розыгрыши ценных призов и подарков. Ссылка на условия очередного розыгрыша лежит в описании под видео. Будем считать, что наша флешка уже вставлена. Вообще в любом магазине, когда была ситуация у меня, когда я покупал один из телевизоров, мне сказали, а давайте мы вам проверим на битые пиксели. Это то, что обычно вам пытаются втюхать в магазине, как дополнительную услугу, которая стоит достаточно много денег. Чтобы вы понимали, с меня содрали, мне стало вот тупо интересно, я-то знаю, как проверить телевизор на битые пиксели, но с меня содрали $15 почти за то, что просто вставили флешку в телевизор и прокрутили цветные картинки и показали, что там нет битых пикселей. Мало того, они еще и сказали, а мы вот после такой спецпроверки даем дополнительную гарантию на битые пиксели. Я был в шоке. Вообще, чтобы вы понимали, битые пиксели бывают разные. Они бывают вот такие или вот такие вот. И, к сожалению, в зависимости от производителя бывает такое, что производитель даже отказывает в гарантии из-за битых пикселей, потому что есть определенное количество
количество пикселей, которые они допускают, и в основном это до 7 пикселей. Это то, что я встречал. То есть выше 7 пикселей они уже будут там менять гарантии, а 1, 2, 3 битых пикселя, если вы их пропустили в магазине, то даже не надейтесь, что вы с этим что-то сделаете. Поэтому будет включаться проверка битых пикселей. Для этого вам необходимы будут цветные картинки. Но битые пиксели обычно проверяются уже в конце, когда вы выбрали телевизор. Что же нужно делать для того, чтобы выбрать этот самый телевизор? Первое, с чего я бы советовал начать, это с углов обзора. Почему? Потому что обычно люди оценивают телевизор, вернее, люди смотрят телевизор не совсем прямо. Бывает стоят пару кресел, бывает стоит диван под углом, бывает телевизор висит чуть выше и уже меняется угол обзора. Самое максимальное, что я видел, это 178 градусов углы обзора, и это неплохо. Я вам сейчас покажу, как это выглядит на телевизорах более дешевых, и вы должны просто-напросто для себя понимать, как вы будете сидеть и ходить. При смене угла обзора у вас не должны меняться цвета. Если они инвертируются, это вообще самый дешевый вариант, и бегите от этого телевизора. Если пропадают некоторые цвета, то это уже хуже вариант. Это значит, что углы обзора не очень хорошие, и вам будет очень некомфортно смотреть телевизор. Кстати, вот на вот этом телевизоре, на Киве, вот, который я делал обзор, углы обзора не очень. Казалось бы, вы видите изображение, но при смене угла обзора теряется цветность, и вы сейчас это наглядно увидите. Я буду специально вам снимать с помощью дополнительного фотоаппарата, и мы в этой зоне, вот в этой зоне видим цвета. Вот сейчас мы их видим на моем фотоаппарате. И как только мы начинаем отходить, вот блин, у нас мешает осветитель, мы приглушили немножечко свет, и вот сейчас вы это увидите. Как только мы начинаем отходить в бок, обращайте внимание на вот эти вот светлые тона. При определенном уровне они просто-напросто сливаются в один сплошной цвет. То есть вот у нас сейчас вот красный тон, и как только мы отходим в сторону, этот красный просто-напросто становится непонятным. То есть если мы возвращаемся, он становится более ярким. Если вы думаете, что это свет, давайте отключим и второй осветитель. Этот эффект станет еще более явным. Вот мы смотрим на красный оттенок, поворачиваем, скажем так, меняем угол обзора, этот красный оттенок становится непонятного выцвевшего цвета. Возвращаемся, красный оттенок становится более ярким. При том, что мы сейчас отключили наши осветители. Итак, относительно всего, то есть вот вы видите буквы, да, вы видите буквы, вы меняете угол обзора. Вот мы сменили угол обзора, и буквы нечитаемы. Чтобы вы понимали, в хороших телевизорах это невозможно. Там все читается при любом угле обзора. Чтобы вы понимали, углы обзора, да, они важны. Вы видели, как выцветают цвета, но это необходимо проверять на более яркой картинке. И, в принципе, я уже готов перейти к самим картинкам тестовым. Мы будем использовать тестовые картинки фирмы Барош или Бурош, или как она вообще произносится, немецкая фирма, не знаю. Я буду использовать картинки 4К. Именно на этих картинках вы можете, в принципе, сложить общее впечатление. Вообще эти картинки используются для тонкой настройки телевизора, но некоторые из этих картинок мы можем брать и для конкретных тестов в нашем случае. То есть вы пришли в магазин, вставили свой телевизор, вернее в телевизор, который вы смотрите, флешку, выбрали просмотр картинок, вам не должны в этом отказать. Если вам отказывают в этом действии, то вы уже должны задуматься, что же не так с этим телевизором. Первое, с чего необходимо начать, это с картинки, которая у нас отвечает за оверскан. Что такое оверскан? Вообще-то это штука, которая при подключении внешнего устройства, бывает у вас изображение вылазит за пределы экрана. И это, в принципе, регулируется на самом ТВ-боксе, но я встречал моменты, когда оверскан присутствовал и на телевизоре. Да, такое тоже бывает. И зачастую это не регулируется в конечном итоге самим телевизором. Либо когда у вас подсветка не доходит до краев экрана. Такое тоже бывает на сверхдешевых телевизорах. Если вы такое увидели, то поверьте, такой телевизор вообще лучше избегать. Как же это выглядит? Здесь вы видите у нас зум-область. Вот, здесь показано, как должно быть на краях. То есть вы должны видеть два крайних пикселя. Я вот вам показываю, как это выглядит на этом телевизоре. То есть здесь вроде бы все правильно. Вот, вроде бы все правильно снизу, но
Дело в том, что мы уже с вами видим, что на телевизорах Kiwi есть вот такая вот проблема. Нижняя часть у нас при определенном угле выходит на серую область. Это вот из-за того, что у нас видны границы подсветки, и вот в том числе под определенным углом мы будем видеть с вами вот такой вот эффект. То есть вы должны на него смотреть вот четко прямо для того, чтобы избежать этого эффекта. Как только вы поворачиваетесь немного в сторону, либо вниз, у вас появляется эффект того, что стрелка уходит за границы экрана. Вот, пожалуйста, здесь то же самое, это видно. Немножечко освещение нам портит. Вот, мы видим, что у нас часть стрелки на неосвещенном экране. И это вот изменение границ на этом телевизоре. Потому что здесь немножко неправильно построена рамка. Ну, это, скажем так, правильно, но это очень дешевый вариант исполнения такого телевизора. Поверьте, со временем это будет вкрай надоедать. Мы перелистывали картинки, и вот мы дошли с вами до заливки, сплошной заливки телевизора определенными цветами. Именно в таком моменте, при переключении различных цветов, вы и определяете набитые пиксели. Но я повторюсь еще раз, битые пиксели проверяются конкретно уже на телевизоре, который вы выбрали по цветовосприятию. То есть вы включили тестовые ролики, посмотрели, вам подходит, все вас устроили, проверили, правду вам сказали или нет, подходит ли вам эта 8-битная или 10-битная матрица, вдруг вас все устроило по цене и как бы не все так критично. Именно тогда вы включаете эти ролики разных цветов, а именно разные ролики. Почему? Не ролики, а картинки. Почему? Потому что бывают пиксели именно залипшие, бывают выгоревшие. Так вот, залипшие они бывают разных цветов. Бывают красный, синий, зеленый, поэтому их не всегда видно, допустим, на динамической картинке. Мы просто-напросто проклацываем белый цвет. Кстати, насчет белого цвета, на белом цвете вы должны сразу же смотреть, нет ли, допустим, розовой примеси в этом белом цвете или не краснит ли этот белый цвет. Это тоже очень важный показатель. Кстати, этот показатель нужно оценивать еще и на градациях серого. Тоже немножко позже покажу. Проклацываем все цвета и досконально обследуем ваш телевизор на битые пиксели. Ну, в данном случае ничего нет, я его проверял в самом магазине, тут как бы вопросов нет. А вот здесь начинается у нас градация серого. И первое, что бросается в глаза, это лесенка при градациях серого. Я попробую вам показать ее поближе, для того, чтобы вы немножечко поняли, о чем я веду речь. Не знаю, насколько это видно или нет, но вот я сейчас ввожу, и вы видите отчетливую лесенку при градациях серого. То есть это значит, что в данном телевизоре, ну, как минимум, не 10-битная матрица. И эта градация, она должна быть без... Особенно, если они заявляются, что здесь есть HDR10, то эта градация должна быть абсолютно сплошной. И это уже проблема. То есть в данном телевизоре, как минимум, HDR10 не может быть. Здесь, возможно, псевдо 10 бит. Это, допустим, 3 цветных пикселя плюс белый пиксель. Либо вообще 8-битная матрица, и вам просто-напросто втюхивают это все дело как 10-битную матрицу. Но HDR10 здесь точно быть не может, потому что здесь нет 10-битной матрицы, и это уже видно по градации серого. То есть я вот вам сейчас покажу еще раз, я повожу, и вы видите смену этой лесенки. Она видна невооруженным взглядом. Кстати, в данном случае мы видим в этой части смены градации серого немного уходит в розовый цвет. Это тоже, кстати, показатель того, что здесь не совсем качественная цветопередача. Это все относится, кстати, к матрице. То же самое, но более ярко выраженная лесенка видна уже и на голубом фоне. То есть я вот сейчас провожу ее, эту лесенку просто вот видно. То есть это не плавная градация, при этом зачастую лесенка выпадает даже в такой более зеленоватый цвет. Вот я сейчас провожу, это ужасно. То есть вы эту лесенку видите. И это относится ко всем цветам. То есть лестница у нас есть абсолютно во всех цветах. Желтый, теперь в синем. В синем вообще очень отчетливая большая лестница видна. В зеленом при определенной градации у нас видны вообще такая лестница, что, не знаю, я бы уже задумался
о покупке данного телевизора. Это у нас идет опять заливка желтого цвета для определения битых пикселей. То есть, кстати, на белом цвете, если направить смартфон, либо ваш фотоаппарат сфотографировать, вы сможете увидеть зоны затенения, вернее зоны подсветки. То есть в данном случае у нас неравномерная подсветка. Это, кстати, очень хорошо видно на камере. Так, это у нас заливки для проверки битых пикселей. То есть вы уже поняли, да, вы на каждом из цветов должны четко просмотреть весь экран для того, чтобы не было пикселей, либо черных, либо цветных, либо белых. Это тоже, кстати, обязательно. А вот эти вот картинки, кстати, служат, это комплексные картинки. Если вообще все картинки, находящиеся в этом сборнике тестов, используются для тонкой настройки, то они настраиваются, знаете, как одна за одной. То есть на одной картинке вы выставляете настройки телевизора для более благоприятного восприятия вашим глазом. После этого вы включаете вторую картинку и там донастраиваете. Если вам интересно, я вам ссылку на AVS форум с темами по настройке телевизоров положу в описании под видео, но на английском языке. Да вообще, в принципе, в Гугле очень много разных советов по настройке телевизоров. В частности, эти картинки именно для этого используются. Но в магазине вы, включив вот такие вот комплексные картинки, там где есть и цветовая шкала, и градации серого. Кстати, градации серого должны быть абсолютно все видны. Тестовые паттерны есть все в этом наборе, поэтому вы даже проклацав в магазине какие-то настройки вашего телевизора, которые вы планируете выбрать, вы сможете понять, насколько вы будете комфортно воспринимать эти цвета. То есть, я думаю, вам не запретят это сделать в самом магазине. Вот насчет градации серого, это 8-битный паттерн для тестирования. Вы должны понимать, что у вас должны быть видны абсолютно все серые квадраты на фоне каждого из градиентов. Если они не видны и не регулируются средствами настройки телевизора, то тоже говорит о том, что матрица не совсем корректного качества. То же самое относится и к таким паттернам. У вас должны эти паттерны быть видны для каждого из квадратов при настройке, допустим, яркости. Вы должны видеть абсолютно все квадраты. По крайней мере, главное, чтобы настройка позволяла вывести ваш телевизор в тот момент, чтобы все эти квадраты были видны. Относится ко всем цветовым квадратам, которые мы сейчас проклацываем. Они есть красный, зеленый, синий. Red, green, blue. То есть красный, зеленый, синий. Отдельно люблю эту картинку. Знаете почему? Потому что у нас фоновый фон в этой картинке RGB 0. Это значит здесь абсолютный черный. Именно на этой картинке классно определяется вообще какой черный в вашем телевизоре. То есть в данном случае это такой, знаете, серый. Это черный серый цвет. Здесь абсолютно черного цвета нет. Это не OLED матрица. И плюс данная картинка тоже хорошо служит для настройки вашего телевизора под черный цвет. То есть контраст, яркость вы выставляете таким образом, чтобы у вас вот этот вот RGB 0, это заливка черного была абсолютно черной. По крайней мере, максимально. Но главное, чтобы она не конфликтовала с теми вот градациями серого, которые есть, потому что они тоже все должны быть видны. То есть это все настраивается в комплексе. Но в данном случае это нам необходимо для оценки черного цвета телевизора, который вы выбираете. Если он неравномерный, имеет неравномерное затенение, если он выглядит серым, либо вообще непонятно какого цвета, то само собой этот телевизор уже брать нельзя. В тему предыдущей, это вот следующий паттерн, где у нас 0% это абсолютно черный и добавляется, у вас не должны сливаться ни в каком из моментов эти вот градации серого. И вы тоже в том же магазине должны проклацать эти настройки телевизора таким образом, чтобы вы понимали, что вы сможете настроить для отображения все градации серого. Если у вас не получается, либо у продавца-консультанта не получается настроить телевизор так, чтобы все градации серого отображались, то тоже этот телевизор рассматривать нельзя. Кстати, сетка тоже используется для тестов битых пикселей, как черная, так и белая, потому что, я вам напомню, битые пиксели существуют не только цветные, они бывают черные, белые, залипшие, поэтому сетка тоже очень хорошо в этом деле помогает. Это то, что касалось самой цветопередачи, это очень кратко, самой цветопередачи и битых пикселей. То есть вы понимаете, что вы взяли картинки, вот эти вот бурош или барош, я не знаю, как они правильно читаются,
название вы взяли, посмотрели цветопередачу, подстроили, то есть если вам цвета комфортно воспринимаются, то вы уже понимаете, да, здесь цвета мне нравятся. Вы посмотрели углы обзора, покрутились, вы понимаете, да, угол обзора меня устраивает, цвета не выцветают. Все хорошо, вроде бы все классно, вроде бы вам цветопередача хороша, вы посмотрели тестовые картинки, и градации серого у нас тоже отлично все видны и настраиваются, то есть это возможно. Но в следующем мы с вами посмотрим тестовые ролики по восприятию самих тестовых роликов, по возможности телевизора воспроизводить эти самые тяжелые тестовые ролики. Почему? Потому что в последнее время почему-то многие пытаются купить смарт-телевизор без смарт-ТВ-бокса. Если вы покупаете телевизор под смарт-ТВ-бокс, то очень много различных проблем отпадает сами по себе. Но в данном случае даже телевизоры, которые очень крутые, некоторые не могут избежать отсутствия джодер-эффекта, то есть вот этого при проигрывании 24 кадра в секунду. Я не говорю сейчас о дорогих моделях Samsung, LG, Sony. Там вроде бы все в порядке с плавностью проигрывания, но там существует еще очень много различных технологий типа TrueMotion и других уплавнялок, которые этот эффект сглаживают. Но в дорогих моделях телевизоров можно отключить TrueMotion и различные технологии сглаживания изображения динамического, дабы получить эффект реального кинотеатра в 24 кадра. Так вот, как с этим обстоят дела в более бюджетных моделях, мы вот специально с вами и должны проверить. Сейчас мы переходим с вами к видеотестам. Первый видеотест — это у нас будет 8-битный градиент, вернее 10-битный градиент для определения 10-битности либо 8-битности матрицы. Для чего это нужно? Зачастую продавцы начинают рассказывать, что в данном телевизоре 10-битная матрица. Это первое, может быть правдой. Б, это может быть частично правда, когда вам рассказывают о псевдо 10 бит. Это о 3 цветных пикселях плюс 1 дополнительный белый пиксель. И чистые 10 бит матрица. Так вот, как их определить? Есть чудесные тестовые файлы, которые создал один из пользователей AVS форума. Вот такой вот себе тест. Если мы сейчас его запустим, мы на видео увидим с вами 8 бит и 10 бит. Здесь чистый 8-битный градиент цвета. Если у вас 10-битный соответствует 8-битному, то у вас четкая 8-битная матрица. Если 10-битный немного глаже, чем 8-битный цвет, то, скажем, но вы все равно различаете лесенку, то это псевдо 10 бит. И если здесь вы видите четкую лестницу на 8-битном изображении, а на 10-битном изображении у вас вообще такой очень плавный мягкий градиент, то это значит, что матрица четко 10-битная. Это тот вариант, как проверить в таких походных условиях 10-битность матрицы. Вы, конечно, можете вбить в интернет, найти какую-то информацию, например, производитель заявит, что там 10-битная матрица, а она по факту псевдо 10 бит. И такое тоже бывает, особенно у неименитых брендов. Допустим, LG, они обычно часто, или Samsung, они обычно часто показывают, насколько правдива или нет эта информация. Для этого также можно использовать вот такой вот ролик с градиентом, заливкой, и у вас не должно быть лесенки. Здесь есть лесенка, она четко выражена. Нижняя часть экрана у нас с лесенкой, верхняя чуть более сглаженная. Это вот эти вот псевдо 10 бит. Я поэтому делаю вывод, что в Киеве все-таки псевдо 10 бит, там, поэтому HDR10 там точно не может быть. Перед тем, как перейти к оценке возможности воспроизведения динамики телевизора, мы с вами оценим его по цветопередаче. Я обычно люблю использовать Sony Triluminous Demo, плюс я люблю использовать LG New York HD HDR. Во-первых, это позволит вам проигрывать HDR контент, проверить, как работает этот HDR, потому что, допустим, в этом телевизоре HDR, он, такой сомнительный, он дает выцвевший красный цвет при подключении ТВ-бокса. Если вы включаете режим HDR, то интерфейс в красном выцветает. Также здесь есть тестовый ролик LG в Dolby Vision для проверки Dolby Vision телевизора. Например, на этом телевизоре Dolby Vision ролик вообще не запустится. Мы понимаем, что здесь Dolby Vision нет. Это все понятно. Если мы запустим HDR ролик LG New York, то здесь такой себе, знаете, интересный эффект. То есть ребята не указывают о том, что сейчас проигрывается HDR контент.
Они это, конечно же, делают специально, потому что все именитые бренды обычно указывают значком в уголочке, что проигрывается HDR-контент, им нечего прятать. Здесь производитель, конечно же, зная о проблемах того, что здесь нет HDR10, они не указывают в инфо, какой ролик проигрывается. Ну вот мы, в частности, мы запускаем и нет. И мы видим, что у нас разрешение дает, а какой-то конкретно ролик, какое инфо, давайте зайдем в настройки, или вот информация, что информация у нас очень скудная. То есть у нас нет с вами этого самого интересного HDR. Ну, как-то так. Вернее, он есть, они заявляются, что есть, но вроде бы красиво воспроизводится. То есть вот здесь вот наступает тот момент, когда вы должны оценивать телевизор, который вы приобретаете, абсолютно на ваш взгляд. Запускаем, допустим, Sony 3 Luminous Demo. И таких роликов существует уйма для того, чтобы оценить красоту воспроизведения этого самого контента. В данном случае мы видим ролик, вы можете сами оценить в магазине с помощью этого ролика, как проигрывает телевизор. Кстати, я бы вам советовал вообще просто записать на флешку, пойти потестить телевизор и посмотреть, насколько бывает разница в изображении между разными телевизорами. Вы можете включать в один телевизор, включать другой в магазине и смотреть, как это все воспроизводится. Вообще, кстати, вы сразу поймете, сможет ли ваш телевизор воспроизводить тяжелые 4К ролики. И здесь вот второй вопрос. Сможет ли ваш телевизор воспроизводить фильмы с жесткого диска? Это не всегда возможно. Например, этот телевизор спокойно запускает Jellyfish 4К ролик на 120 Mbps, 10-битный, но при этом он не будет проигрывать Gemini Man Blu-ray диск Remux, тяжелый фильм с внешнего жесткого диска. Не захочет. В MP4 контейнере. Поэтому, если вот вы не планируете использовать ТВ-бокс и планируете смотреть фильмы, закачанные на жесткий диск, то, конечно же, в идеале взять с собой жесткий диск с парой записанных фильмов. В моем варианте я обычно с собой ношу SSD-диск. Я таким образом проверяю телевизоры. После того, как вы поиграете тестовые ролики, вы наиграетесь цветами, вы поймете, что все хорошо, все красиво, пришло время оценивать Джодер эффект. Это самое хреновое, что может быть в телевизоре. Почему? Потому что очень многие меня ругают, что я раньше там не указывал, что в ТВ-боксах, ну это еще были больше года назад, что я не говорил про автофреймрейт в ТВ-боксах. Но очень многие забывают, что не все-то телевизоры способны работать с ТВ-боксами с автофреймрейт. И таких телевизоров уйма на рынке, их действительно очень много. В частности, этот Kiwion не способен переключать на частоты 24 Гц, хотя они заявляются, что 24 Гц у них есть. При подключении ТВ-бокса мы увидим в перечне 24 Гц. А в данном случае, вот что мы получим при проигрывании 24-кадрового видео. Есть очень хорошие ролики для проверки, я тоже их взял на AVS форуме. Вот в частности, мы сейчас видим, как у нас начинает меняться картинка, и вы видите вот это вот поддергивание. Я не знаю, видите вы его или нет. Я попробую сейчас записать все это на свой телефон и выставить какую-нибудь частоту FPS поменьше. Но вы видите вот такой вот дряненький эффект. Вот, я включил, тоже записываю видео, и вот здесь вот, наверное, четко видно, как оно поддергивается. У меня сейчас видео пишется 30 FPS, в принципе, здесь будет видно то, что видит мой глаз. Но это ужасно, то есть это видео дергается, и это именно тот Джодер эффект, о котором обычно говорят. Выходим. Для того, чтобы проверять такое видео, вам необходимо, во-первых, отключить уплавнялки в различных телевизорах, если такие уплавнялки есть. Кстати, внизу в описании под видео я положу информацию, в каких пунктах меню это можно отключить для LG, для Samsung, для Sony и еще для некоторых телевизоров, для которых я найду, как это отключать. Для LG это просто, это отключается TrueMotion и включается режим реальный кинотеатр. В Samsung тоже там, я не помню, как называется технология, но я, когда проверял в телевизоры, в магазинах, я это все дело находил и все это дело тоже отключал. Поэтому смотрим всю информацию в описании под видео. Но есть еще и другие у нас различные, вот, кстати, от Philips. У них вообще очень классно показано, как четко этот Джодер эффект срабатывает. Вот, мы видим сейчас, как движутся вот эти вот штуки. Блин, мне трудно это все дело передать. Я попробую сейчас показать на... Да, вот, кстати, в телефоне это лучше видно. Сейчас более динамический эффект будет, динамическая сцена. Вот на домах это видно хорошо, как у нас очень неплавно перемещаются различные объекты. Вот,
Это просто-напросто все дерганое. Есть еще одно прекрасное видео от Philips, называется Downtown, по-моему, да, V-Downtown Assault какой-то, короче, снайперы. Вот сейчас начнут крутиться дома, и это заметно невооруженным взглядом, как срабатывает джодер-эффект в этом самом ролике. Вот, пожалуйста. Крутится дом, и все это очень неплавно, это ужасно. Слушайте, но дело в том, что может случиться так, что сработала уплавнялка, какая-то там суперовая. Есть вариант проверить 100% на избежание джодер-эффекта. Именно нас волнует 24 кадра. Есть прекрасный тестовый ролик. Вот он называется, это тестовые ролики, которые используют artins.com, это известный сайт по тестированию телевизоров. Мы с ними общались, у нас есть разрешение на использование данных роликов. И как же проверить с помощью данного ролика, есть ли джодер-эффект в телевизоре? Ну, во-первых, вам необходимо, если вы уж так совсем придирчиво хотите понять, то вам необходимо подключить ТВ-бокс. Конечно, таскать ТВ-бокс с собой в магазины крайне редко кто будет. Но и здесь вы можете проверить, например, в телевизорах LG, даже без подключенного ТВ-бокса, в режиме реального кинотеатра, при проигрывании 24К контента, 24p контента, никогда не будет джодер-эффекта. Кстати, в нашем обзоре мы показывали, как это происходит, и там действительно джодера нет. У вас абсолютно четкое ровное изображение. Вам необходимо включить ваш фотоаппарат в смартфоне в режим Pro. Вот у меня профессиональный режим, и поставить выдержку в 1 секунду. Вот у меня четко 1 секунда. Вы включаете этот самый тестовый ролик, у вас появляется бегающий квадрат. Что вы должны сделать? Вы должны сфотографировать этот бегающий квадрат в режиме выдержки 1 секунда. И у вас тогда получится на выходе вот такая вот картинка. В данном случае картинка получилась шахматная. В телевизорах, которые без джодер-эффекта, они никогда не дадут шахматную доску, они дадут равномерный серый цвет. То есть по какому принципу работает этот ролик? 24 кубика в секунду появляются, и при фотографировании с выдержкой в 1 секунду все поля заполняются этим самым кубиком. Поэтому у нас будет равномерный серый цвет. В принципе, смотрите, что мы сейчас с вами сделали. Мы пришли в магазин, мы оценили углы обзора. Оценили, да? Мы оценили с вами цветопередачу с помощью тестовых картинок. Вы поклацали, посмотрели, насколько вам эти цвета подходят, посмотрели градации серого, посмотрели черный цвет заполнения, да? Все хорошо вроде бы. Потом вы посмотрели тестовые ролики. Проверили, вот вам все подходит, вам нравится изображение, все красиво, все классно. Потом вы начинаете проверять на динамику. Вот это я вам рассказываю алгоритм действия в магазине. На динамику вы тоже включили тестовые ролики, посмотрели, чтобы не стробило вот это вот все изображение. Ужасно стробит зачастую. Сфотографировали 24 кадра в секунду с выдержкой, вернее 24 кадровый ролик с выдержкой в 1 секунду. Вы посмотрели, что джодер-эффекта нет. И дальше уже вы понимаете, я хочу купить этот телевизор. И уже только тогда вы заливаете телевизор, который вам вынесут. Если вы покупаете с витрины, это, конечно, самоубийство. Которые вам вынесут, вы заливаете сплошными цветами и смотрите, чтобы не было битых пикселей, залипших пикселей, либо пикселей выгоревших. Там существует целая статья. Давайте я вам статью по пикселям тоже положу в описании под видео. Это очень интересная статейка. И уже после этого вы понимаете, да, я проверил, меня устроило изображение, устроила цветопередача, устроили градации серого. Я проверил 10-битность матрицы. Ну, вернее, либо вы знали, что вы покупаете 8-битную матрицу, поэтому вам абсолютно пофигу. И все хорошо. Но есть еще один момент. Как проверить YouTube, который встроен в этот самый телевизор? Его проверять нужно. Почему? Потому что, например, Kiwi YouTube нормально не воспроизводит. В частности, этот Kiwi. Я не берусь утверждать, что все Kiwi. Например, YouTube 4К 60 FPS. В данном телевизоре вообще 60 FPS на 4К нет. Ну, вот так вот мы подключали ТВ-бокс, и 4К 60 FPS мы добиться не можем. Вы заходите в YouTube, в поиск, вбиваете 4К видео, советую проверять это все на Коста-Рике. Запускаем Косту-Рику, выбираем
с вами 3 точки. Вот обычно YouTube у нас находится в таком состоянии, что он выглядит как YouTube ATV. Выбираем 4К. Вот, пожалуйста, выбрали 4К и включили вот этого жука, статистику для админов. И в данном случае у нас в статистике для админов пишется 0 dropped, допустим, of 470 кадров. То есть это кадры, а это пропущенные кадры. Но в данном случае оно пишет, что 0 дропов, декодирует он его правильно. А вот воспроизводит ли он его 60 FPS, здесь уже мы выяснили, когда подключили TV-бокс. Он просто-напросто, элементарно берет и обрубает часть кадров, и видите, что он сейчас вообще виснет. И появился 91 дроп. И таким образом советую тестировать YouTube, для того, чтобы понять, насколько... Вот, кстати, он дергается на заднем плане, вы видите, да, у нас сыпят дропы. И вы поймете, что красивые ролики на YouTube, какие-то 4К 60 FPS на этом телевизоре посмотреть будет уже нереально. И это тоже один из факторов, который необходимо учитывать при выборе телевизоров. Такой себе телевизор, да, получился. И что дальше? Некоторые из вас могут сказать, что необходимо еще учитывать пульты. Да, пульты необходимо учитывать. Необходимо учитывать их эргономику, необходимо учитывать их функциональность, наличие голоса. Например, я в свое время, когда покупал очень давно LG 6 серии, не было Magic Remote. LG Magic Remote. Шедевральный пульт, как по мне, очень сильно нравится. Когда я купил 9 серию LG, он был с LG Magic Remote, то мне очень сильно понравилось. Работает он просто шикарно. В нем есть и голос, и аэромышь, и очень много различных функций. В частности, вот на Киеве тоже неплохой пульт. Я знаю, что это за пульт, это китайский. Они его заказывают как OEM-версию. Он тоже неплохо работает. Он и в софт-тач пластика. Но я вам честно скажу, что зачастую даже в дорогих телевизорах пульты бывают очень хреновые. Но при этом я не сильно вообще смотрю на пульты телевизоров, потому что я использую телевизоры в паре со смарт-ТВ-боксами. И зачастую через HDMI CIG включается и выключается мой телевизор. А, кстати, наличие HDMI CIG это одна из основных функций, которые мне нужны в телевизоре. Как проверить их, тут уже вопрос такой, потому что я думаю, что вам никто не сможет, вернее, не захочет подключать смарт-ТВ-бокс и проверять какие-то функции сторонние, дабы не испортить этот телевизор. Обычно они этим оперируют. Если вам, кстати, запрещают проводить тесты телевизоров в магазине, то я думаю, что это не ваш магазин и бежать нужно из этого магазина. Отдельная тема насчет портов и интерфейсов этого самого телевизора. При выборе необходимо учитывать, чтобы у вас в идеале был USB-порт 3. Здесь мы видим два USB-порта USB 2.0. Мы видим здесь HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 здесь находится снизу. То есть, да, это хороший набор 3 портов HDMI. Главное, чтобы у вас был HDMI ARC порт. Это вот мой вам совет, чтобы он был. Наличие интерфейсов DVB-T2, DVB-C и DVB-S и S2 это в принципе уже золотой стандарт даже для бюджетных телевизоров. Почему? Потому что, в принципе, уже все работают. И аудиовыход это SPDIF, вот есть у нас такое для подключения активной акустики через оптический выход. Бывает такое, что подключается через HDMI, в данном телевизоре, кстати, HDMI ARC не работает, мы не смогли его запустить. Также бывают в телевизорах вот такие вот разъемы для PCMCI карт, для различных модулей, для подключения, например, какого-нибудь экзотического спутникового телевидения, либо дополнительных модулей, просто вот дополнительных модулей. Также здесь есть выход какой-то, что 3.5, да, 3.5 под модулем. Это для звука. В принципе, это стандартный набор, и вам необходимо сразу же оценивать наличие крепления веса. Здесь веса 200 на 200. Бывают различного формата, но зачастую эти все крепления продаются универсальные. В выборе телевизора еще необходимо ориентироваться на размер того места посадочного, куда вы будете это ставить. Почему? Потому что, вот, например, телевизор 43 дюйма, у него ножки расставлены по сторонам. И мы понимаем, что нам необходима тумба, как минимум по ширине больше, чем этот телевизор. Но бывает такое, что места нет на такое дело, и тумба немного уже. Поэтому вам необходимо будет принимать решение о покупке телевизора с единой ножкой. И это, кстати, более интересное решение, чем вот такие вот расставленные ножки. Из качества сборки тоже следует оценить. Вот, например, телевизоры, которые у нас есть на обзоре, это очень мягкий пластик, куда забивается очень много пыли. Он
очень хрупкий, и его вкрай опасно, скажем так, вообще трогать. Хотя это на многих телевизорах так, но в данном случае очень напрягает наличие большого количества пыли, которая туда вот даже после недели использования просто-напросто оседает. Ну а в целом я вам советую, что сделать. Вы пошли в магазин, поклацали телевизор, выбрали какой-то телевизор, пришли домой, вернее выписали ряд моделей телевизоров, пришли домой, включили интернет и почитали отзывы об этих самых телевизорах. Вот телевизорах, да. Это вот мой дельный совет, а уже потом принимать решение о покупке. Потому что телевизор обычно покупается далеко не на один день. Я вам дал совсем базовые моменты, как не попасть в просак, скажем так, хотя в неприятную ситуацию, давайте перефразируем, с этим самым телевизором. Эти тесты вам позволят избегать, во-первых, битых пикселей, а во-вторых, допустим, купить именно то, что будет радовать глаз, а не просто так для того, чтобы телевизор был. И не важно, что телевизор бывает бюджетный. Важно, чтобы он вам подходил. Если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх, если нет, пальцы вниз. Если вдруг это немножечко сумбурно, пишите в комментарии, мы немного структуризируем или переделаем, скажем так, снимем вообще в магазине, пойдем снимем процесс выбора телевизора, и уже тогда, это если вот, допустим, вы не поняли, что же все-таки необходимо делать, уже тогда перевыпустим. Ну, в общем-то, с вами был Bubble на канале Технозон, обязательно подписывайтесь, пока.